Всем добрый день, добро пожаловать на YouTube-канал Релакод. Сегодня мы продолжим говорить о часто задаваемых вопросах наших клиентов по поводу Global Talent и стартап виз. Сегодня мы обсудим скорее Global Talent, чем визу стартап. По ней запросов и вопросов всегда больше, поэтому я думаю, что это более актуально. Какие прогнозы по поводу одобрений на визу Global Talent? Достаточно положительные прогнозы по поводу одобрений на визу Global Talent, потому что, мне кажется, Technation уже показали себя достаточно с такой положительной стороны, когда приоритизировали заявки российских, украинских, белорусских заявителей после известных событий, поэтому я не думаю и нет никаких оснований полагать, что, возможно, эту программу закроют или что-то в таком роде. Правда ли, что большая часть тех, кто получил визу Global Talent, из России? Да, действительно, правильнее было бы этот вопрос сформулировать, что большая часть тех, кто получили Global Talent из России, нежели чем больше. Самое большое количество людей, которые получили визу Global Talent, естественно, люди из Индии. На втором месте идет Россия, между прочим. Так что, действительно, российских заявителей очень много в этой сфере. Могут ли запретить получение виз стартапу Global Talent для россиян? Я думаю, что нет. Опять же, никаких предпосылок к этому нет. Какие направления, подходящие для Global Talent, существуют в IT помимо EdTech, FinTech? Какие из них наиболее популярны? В прошлом видео я сказала о том, что EdTech, FinTech, Game Development – это самые популярные направления для развития стартапов в Великобритании. Я при этом ничего не говорила о Global Talent. Для Global Talent существуют абсолютно разные направления. Вы можете заниматься очень многими, почти всем, что связано с диджиталом. Если это связано с IT, то вы можете подаваться с вашим опытом в этом направлении. Но да, для стартап-визы это более популярное направление, тех, финтех, Game Development. Ну и опять же, там тоже есть свои исключения, и абсолютно многие другие проекты получают одобрение. Я просто говорила о том, что это более популярное направление. Да. Насколько сложно получить визу Global Talent в сфере культуры и искусства? Визу Global Talent в сфере культуры и искусства получить сложнее, чем визу в сфере цифровых технологий, потому что они требуют от вас признания. Если вы занимаетесь разработкой или если вы занимаетесь бизнесом в сфере диджитал, то это вас не касается, естественно, никакого признания, каких-то публикаций о вас, это не так важно. Но если вы художник или если вы музыкант, то это один из тех факторов, на которые очень сильно обращают внимание. Поэтому если вы не можете похвастаться тем, что там СМИ говорили о вас, например, не в одной стране, а в двух хотя бы странах, или если вы не можете похвастаться тем, что у вас были какие-то такие популярные выставки или концерты, то, возможно, эту визу будет получить сложнее. Есть ли виза Global Talent или что-то подобное в других странах? Да, и мы с ними работаем. Эти визы есть во Франции, называется паспорт талант. В США это виза O1, она является чем-то таким похожим на Global Talent визу, но действительно она отличается тем, что Global Talent создана для того, чтобы человек мог работать в стране независимо от своего работодателя. Но получается так, что в США вы достаточно зависимы от своего работодателя. Хотя на самом деле США это была первая страна, которая эти визы ввела, но не получилось у них довести их до такого состояния, до которого их развили в других странах. Также такая виза есть в Австралии и в Канаде. И, между прочим, такая виза открывается в Сингапуре с января этого года, и мы тоже будем с ней работать. Нужно ли для получения виз в Великобританию подтверждать доход? Какая сумма подтверждения? Если мы говорим о визе новатора или визе стартап, то подтверждать доход нужно. Тут зависит от того, кто с вами едет.
Если вы едете в одиночку, то это 1270 фунтов стерлингов. Вы должны подтвердить, что такая сумма была на вашем банковском счете 28 дней подряд. Это на самом деле совсем небольшая сумма, если говорить, например, о Нидерландах или о Франции, где вам нужно показать такие достаточно существенные сбережения, около 15-20 тысяч евро, то здесь это совсем не так. Естественно, если вы едете не в одиночку, если вы едете со своей семьей, с супругой, супругом или со своими детьми, то эта сумма увеличивается. Но не намного. На 200-300 фунтов стерлингов. Там что-то около 200, плюс если с вами есть супруг или супруга, или партнер, и около 300 на каждого ребенка. Тут нужно рассчитывать отдельно, конечно, в каждой ситуации. И это и касается виз стартапа инноватора. Для Global Talent ничего подтверждать не нужно. Это виза с абсолютно упрощенным пакетом документов, с абсолютно простыми такими достаточно требованиями в этом плане. Поэтому здесь таких не нужно, таких требований нет. Подойдет ли опыт создания русскоязычных проектов и наличие русскоязычных публикаций на подачу на визу Global Talent? Да, если мы говорим о технических заявителях, если мы говорим о цифровых технологиях, то да, в основном у всех людей, которые подаются на эту визу, такие только публикации есть. Естественно, это в основном такая виза, она не для каких-то суперспециалистов, она в основном тоже для простых смертных подходит, поэтому, естественно, не у всех есть публикации не на русском языке. В основном они русскоязычные, это нормально. Просто нужно правильно, грамотно, это уже наша задача это сделать, нужно правильно, грамотно показать, почему это важная публикация, почему эта конференция там достаточно, например, на которой выступали, достаточно известна в России, и это круто, что вы там выступали, грубо говоря. Почему это интервью, которое взяло такое-то СМИ, очень-очень ценное. И это наша задача показать все это. Спасибо вам большое за просмотр. Если у вас есть еще какие-то вопросы по этим программам, пожалуйста, оставляйте свой комментарий. Я буду рада ответить на него в таком видеоформате, либо написать вам ответ в комментарии. Если вы хотите, чтобы мы разобрали ваш кейс, посмотрели на вашу ситуацию, то обращайтесь к нам в Релокод по вот этому номеру телефона на WhatsApp, и я с радостью проконсультирую вас по поводу ваших шансов на получение визы Global Talent.